Всем привет! Меня зовут Вероника, и сегодня я для вас приготовила вот такие замечательные слитки. Вяжутся очень просто, справятся с ним все желающие. Данные слитки я бы назвала извязывание остатков пряжи. У меня здесь идет каждая дорожка разным цветом. Очень красивый результат получается. В данных слитках идет два шва. Один шов идет по подошве, второй пяточка. В данных слитках я использовала вот такую вот бусинку еще. Это по вашему желанию. Вы можете сюда вообще ничего не делать. Можете сделать то, что вам нравится. Кто-то помпончики сюда вешает на этот уголочек. Кто-то пуговичку может сделать. Кому что нравится. Прежде чем приступать к вязанию данных слитков, давайте разберемся с принципом вязания их. Данные слитки я вязала из пряжи Alize Lana Gold Classic. Метраж данной пряжи в 100 граммах 240 метров. Данные слитки вязала я спицами 3,5 миллиметра. Я вязала дорожки все по 8 рядов, либо 4 платочные дорожки. Данные слитки состоят из такой заготовки. Это квадрат. Все стороны у квадрата здесь равны. Для каждого размера ножки будет разная величина квадрата. Получается, я вяжу мои слитки на размер 37-38. И если посмотреть по таблице, где указано для каждого размера ноги размер в сантиметрах ступни, то для 37 размера соответствует длина ступни 23,5 сантиметра, а для 38 размера 24,5 сантиметра. Я взяла среднее значение 24 сантиметра и отняла 5% на растяжение. Это у меня получилось 23 сантиметра. Смотрите, если вы возьмете другую пряжу, и она у вас не тянется, так как моя пряжа очень хорошо тянется в разные стороны, вы лучше эти 5% на растяжение тогда не отнимайте. Получается, у меня каждая сторона квадрата должна быть по 23 сантиметра. Получается, ширина моего квадрата 23 сантиметра. И высота моего квадрата 23 сантиметра. Вы рассчитываете размер своего квадрата для своего размера ножки. И далее, получается, я начала вязать квадрат. Получается, на 23 сантиметра у меня получилось 44 петли. Чтобы рассчитать количество петель в 1 сантиметре, надо связать образец. Далее, после того, как свяжете квадрат, далее получается квадрат складываем, и получается вот такой вот замечательный следок. Очень простой, пряжа извязывается, очень красивый результат получается. Если вам понравилась данная модель слитков, оставайтесь со мной, и мы свяжем с вами эти слитки попетельно. На спице обычным способом набора с помощью длинного хвоста я буду набирать 44 петли. Набираю на 2 спицы, чтобы край мой был более эластичен. После того, как мы набрали все петли, вяжем первый ряд. Кромочную первую петлю мы на протяжении всего вязания будем снимать, не провязывая. И далее вяжем все петли лицевыми. Таким образом мы с вами будем вязать всю нашу заготовку, все петли лицевыми. Последняя петля будет вязаться на протяжении всего вязания изнаночной петлей. Первый ряд мы с вами связали. Первый ряд у нас и шел по изнаночной стороне. Теперь таким же образом, как мы вязали с вами первый ряд, мы вяжем еще 8 рядов. Получается, первую петлю кромочную мы снимаем, далее все петли вяжем лицевыми, последняя петля кромочная вяжется изнаночной петлей. Вяжем таким образом 8 рядов. Если посмотреть на готовом слитке, у вас должно получиться 4 платочные дорожки. Вот 1, 2, 3, 4. Не считая первую вот наборную дорожку.
Встретимся, когда провяжем самостоятельно данные 8 рядов желтой ниточкой. Я провязала 8 рядов ниточкой желтого цвета. И у меня, смотрите, получилось 4 платочные дорожки, не считая вот эту вот наборную дорожку. 1, 2, 3, 4. Далее я ниточку обрезала. Так как мы вяжем из остатков пряжи, цвета у нас не повторяются. И можете сразу по ходу вязания прятать все кончики. Далее я присоединяю нить второго моего цвета. Ниточку я просто прикладываю, никаких узелочков не завязываю. Когда мы вязали желтой ниточкой, мы первую кромочную петлю всегда снимали. Когда у меня идет смена нити на другой цвет, я первую кромочную петлю буду провязывать лицевой. А далее все так же, как мы вязали. Все петли вяжем лицевыми, последняя петля будет вязаться изнаночной. И так получается, мы каждым цветом провязываем по 8 рядов. И у нас каждым цветом получится по 4 платочные дорожки. Первый ряд я провязала. Смотрите, я вяжу по 4 платочные дорожки. Вы можете вязать так, как вам нравится. Можете дорожки все связать разного размера. У меня каждым цветом по 4 платочные дорожки. Только вот в самом конце у меня получилась одна платочная дорожка. И получается длина моей заготовки 23 сантиметра. У вас должно получиться то число, которое вы рассчитали для своего размера в самом начале видео. Получается, у меня 23 сантиметра в ширину. И также я буду вязать 23 сантиметра в длину. У меня получится квадрат. Получается, я буду каждым цветом вязать по 8 рядов. Каждый ряд у меня будет вязаться лицевыми петлями, как с лицевой стороны, так и с изнаночной. И у меня получится полотно такими вот полосками. Я вывязала основную мою заготовку для следка. Получается, у меня должно быть в ширину моя заготовочка 23 сантиметра и также в длину. После того, как мы вывязали с вами квадрат, все кончики, которые я вот присоединяла нити, я спрятала по изнаночной стороне. Остался только у меня наборный кончик. Вы его сразу не прячьте, потому что мы его должны будем спрятать по лицевой стороне, так как у нас уголочек этот загибается, и кончик, если вы спрячете по изнаночной стороне, будет виден. Получается, я провязала по 8 рядов лицевыми петлями каждым цветом, и у меня получилось по 4 платочные дорожки. Первый вот желтый цвет, это второй, третий, четвертый, пятый, шестой, седьмой, восьмой, девятый, десятый, 11 цвет. И синим цветом я провязала только 2 ряда. Теперь этой же ниточкой я закрою все петли. И останется только сшить. Смотрите, закрывать надо петли, чтобы край наш был эластичен. Вот с одной стороны у нас хорошо край тянется, с другой стороны хорошо край тянется. И наборный, так как мы набирали на 2 спицы, тоже он хорошо тянется. Для того, чтобы край наш был эластичен, как все остальные стороны, смотрите, как я буду закрывать. Первую петлю я снимаю, не провязывая. Далее я делаю накид. И вторую петлю провязываю лицевой. Далее накид набрасываю на вторую петлю и спускаю. И первую петлю набрасываю на вторую и спускаю. У нас с вами получилась одна петля на спице. Далее обратно накид. Следующая петля лицевая. Теперь накид набрасываю на вторую петлю. И первую петлю также на вторую набрасываю. И теперь таким же образом мы закрываем все наше полотно. Накид, одна лицевая. И теперь накид набросили и первую петлю набросили на вторую. Накид, одна лицевая. Накид, одна лицевая.
И у нас вот край получается ровной косичкой, он очень эластичный. Далее закрывайте до конца, и у нас останется одна открытая петля. Встретимся, когда закроем все петли. Я закрыла весь мой край. У меня вот такая вот ровненькая косичка по краю получилась. Осталась одна открытая петля. Я ниточку обрезаю немного больше, чем обычно, чтобы сшить нашу подошву. И далее ниточку протягиваем в эту петлю и затягиваем. И теперь нам осталось этот квадрат сшить. Сшиваем 2 шва, получается. Один идет по подошве, второй пяточка. Приступим к сшиванию данных слитков. Смотрите. У меня здесь поверху идет желтая полоска. Вы выбираете ту полоску, которая вам больше нравится. Поэтому я выбирала сшивать ту сторону, по которой у меня много вот узелочков, где я закрепляла все кончики нити. Значит, эту сторону сшиваем и голубую. Желтую сторону мы оставляем наверх. Получается, прикладываем вот таким вот образом. 2 стороны у вас должны сойтись. Вдеваем в иголку нить, которую мы оставляли после того, когда закрыли все петли. И теперь будем сшивать вот этот шовчик. Это будет наша подошва. Сначала вот можно закрепить за 2 дужки кромочной петли с одной стороны. Мы вот стянули 2 края, и теперь будем сшивать за дужку от платочной дорожки. Вводим снизу вверх за дужку от платочной дорожки с одной стороны. И также с другой стороны ввожу иголку в дужку от кромочной петли и сшиваю 2 этих края. Шов наш должен быть равномерным. Количество кромочных петель с одной и со второй стороны у вас может быть разное, но регулируйте, чтобы вот шов шел равномерно. Получается, с одной стороны я ввожу иголочку снизу вверх, и с другой стороны ввожу иголочку снизу вверх за дужку от кромочной петли. С одной стороны. И также с другой стороны. Вот такой вот шовчик у вас должен получиться. Смотрите, сшиваем не полностью. Я буду сшивать примерно вот эту часть я оставляю. Это примерно 5 сантиметров. Вот таким вот образом у нас выглядит наш шов. Далее вот разровняйте полотно, чтобы ничего не стягивало наш следок. Я сшила данный шов до начала розовой полосы. И у меня здесь осталось примерно 5 сантиметров до конца шва. Далее я вдеваю иголочку снизу вверх за самый вот верх нашего шва и стягиваю. У нас с вами получился, вот я стянула вот такой вот треугольничек. И теперь нам надо сшить с одной стороны один шов и с другой стороны один шов. Можно сшивать этой же ниточкой таким же образом. За дужки от кромочных петель с одной стороны подхватываю одну дужку петли и со второй стороны таким же образом сшиваем, вводим иголочку снизу вверх. И сшиваем этот шовчик до конца. Один шов я сшила. Теперь иголочку возвращаем вот сквозь кромочные петельки вот сюда, в самый центр. Только смотрите, чтобы ничего не стягивало наше полотно. Вот у нас находится ниточка в самой серединке обратно. И теперь сшиваем этот шов таким же образом. За дужки от кромочной косички в одну сторону и в другую. Вот я сшила мой мысочек, получается, один шов мы с вами сшили и второй шов мы с вами сшили. И теперь выводим данную нить на изнаночную сторону и закрепляем по изнанке.
Только смотрите, хорошо разровняйте ниточку, чтобы ничего не стягивало наше полотно. Вот такой вот шов по подошве у нас с вами получился. Если примерить на следок, получается вот наша подошва. И теперь нам осталось сшить один шов по пяточке. Сшиваете на высоту, которая вас устроит. Я буду сшивать, получается, 1, 2, 3, 4 и чуть-чуть вот бордового цвета. Полноценные 4 полосы. Вы можете сшивать до тех пор, главное, чтобы нога проходила в это отверстие. Если померить в сантиметрах, я примерно вот сшила 9-9,5 сантиметров. Я вдела в иголочку ниточку желтого цвета, вдеваем в самый уголочек. Ниточку оставляем, никаких кончиков не закрепляем, далее ее просто спрячем по изнаночной стороне. И теперь смотрите, каким образом мы с вами этот шов будем сшивать. Получается, мы сшиваем уже не закромочные петли, а сразу за кромочной петлей идет вот дужка от платочной дорожки. С одной стороны. А с этой стороны мы будем сшивать задушки, которые находятся между кромочной косичкой и платочной дорожкой. Вот за вот эти вот дужки буду сшивать. Иголочку ввожу снизу вверх с другой стороны. Далее с одной стороны. И также с другой стороны. Дужка, которая находится между кромочной косичкой и платочной дорожкой. Здесь также вы смотрите, чтобы шов ваш шел равномерно. И далее сшиваете. С этой стороны вы сшиваете задушку от платочной дорожки, а с этой стороны задушку, которая расположена между кромочной петлей и платочной дорожкой. Иголочка вводится снизу вверх. Итак, вы сшиваете. Далее я буду сшивать до начала вот этой бордовой моей полосы. Вы сшиваете до тех пор, как вам будет комфортно ножке. Я сшила весь шов, вот такой вот он у меня получился. Далее ниточку прячем по изнаночной стороне самостоятельно. Мы с вами сшили 2 шва, один по подошве, второй по пяточке. И получается, загибаете потом уголочек просто. Один я загнула в одну сторону, приколола ниточкой, чтобы у меня он хорошо сидел на ножке. Другой я загибаю в противоположную сторону. Здесь вот также можно приколоть иголочкой. И вот такие вот 2 следка у нас с вами получились. Очень красивые, нарядные. И в то же время мы с вами извязали остатки пряжи. Можете данную модель связать однотонную. Тоже очень будет красиво. Если вам понравилась данная модель следков, поддержите меня лайком. Если вы не подписаны на мой канал, обязательно подпишитесь. А мы с вами встретимся в новом видео. Всем спасибо за просмотр. Всем пока-пока.